друзья! Привет! Идею этого видео нам подсказали наши дети. Они как-то спросили: мама, а ты помнишь те вкусные котлетки в виде ежиков, которые ты нам готовила? И мама вспомнила. Это те самые знаменитые пожарские котлеты. Да-да, про которые писал даже Александр Сергеевич Пушкин. На досуге отобедай у Пожарского в Торжке, жареных котлет отведай и отправься налегке. А налегке, потому что они были такие воздушные и легкие. Ну, по легенде, мы точно не знаем, эти котлеты очень понравились царю Николаю Первому, когда он был в Торжке. И с тех самых пор они получили известность по всей России. Это своего рода бренд. Ну, наш ответ американским гамбургерам. Но, как бывает, с рецептами, которые имеют почти вековую историю, происходят такие изменения. И каждый повар сейчас, когда готовит, считает, что именно его пожарские котлеты такие оригинальные, как готовили тогда царю Николаю Первому. Но две вещи сохранились точно. Это куриный фарш и панировка из мелких сухарей. Да, добавляется в фарш дополнительно сливочное масло, жирные сливки, и жарятся они на топленом масле. Ни лук репчатый, ни яйца в этот фарш не кладут. Но у нас есть один секретный ингредиент, который Ева добавляет. Это луковые перья. Буквально 5 грамм луковых перьев мы добавляем на это количество фарша. И это придает ему особую изюминку, и нам это нравится. Так что это наш рецепт. Не самый классический, но нам нравится. Ну что, начнем с сухариков. Поехали! Мы взяли нарезанный ломтиками хлеб. Сперва нам надо отрезать корку и сформировать такой прямоугольный пласт. И нарезаем мелкие кубики. Чем меньше кубики получится, тем легче вам будет панировать котлеты. Обрезки убираем в отдельную емкость, а сухарики высыпаем сразу на противень. Раскладываем сухарики равномерно на противне, чуть-чуть их присаливаем и отправляем в духовку, разогретую до 150 градусов, минут на 10-15. Пока сухари в духовке, займемся фаршем. Закидываем в блендер 40 грамм обрезков хлеба, луковые перья и заливаем сливками. 200 грамм сливок у нас. И взбиваем. Добавляем полученную массу в фарш, солим, перчим, кладем сливочное масло и все перемешиваем. Если под рукой есть блендер, можно перемешать фарш в блендере. Но перемешивание — это только первая часть. Дальше фарш надо как следует вымесить, чтобы он стал вязким и липким. Месить надо достаточно долго, так что этим займусь я, чтобы полностью масло разошлось по фаршу. На это может уйти минут 10-15, чтобы стал фарш вот такой волокнистый, и из него было легко лепить котлеты. Закрываем фарш пищевой пленкой в контакт и отправляем в холодильник минут на 40. Ну что ж, фарш у нас постоял в холодильнике минут 45, и сухари мы подсушили. Они должны быть вот такие вот. Сухие, но не поджаристые. Кстати, сухарей много не бывает. Готовьте их с запасом. Потом из обрезков хлеба, которые не понадобились, тоже можно сделать Панировочные сухари. Панировочные сухари и так далее. Почему? Чтобы на котлеты хватило панировки. Лучше пусть останется лишним. Ну что, начнем формировать котлетки? Yes. Смачиваем руки водой. Берем фарш. Вот так вот. Большую ложку. И начинаем формировать котлету. Теперь котлету прямо на противне обваливаем
нашими сухариками, чтобы практически не оставалось пустых мест. Вот такая у нас получилась котлета. Кладем заготовку на тарелку и делаем вторую. Вот так ее прямо прокатываем в сухариках и пустые места закрываем сухариками. Вот такая красивая получается котлета. Кладем заготовку на тарелку. Это последняя котлетка. Выкладываем на разогретую сковородку топленое масло. Как только масло растопилось, выкладываем котлетки. Не кладем по много, чтобы удобно было переворачивать. По 2-3 штуки. Котлеты мы не прожариваем полностью. Мы их будем доводить до готовности в духовке. Нам нужно, чтобы подрумянились наши сухарики. Еще пару минут и переносим котлеты на противень. Кладем оставшиеся 3 котлеты. Вторая партия тоже готова. Убираем котлеты в духовку, разогретую до 180 градусов на 15 минут. Все, наши котлетки готовы. Давай-ка попробуем теперь. Давай-ка. А ну-ка, отними-ка. Да, очень сочная. Хрустящие. Снаружи какие сочные, нежные внутри. Мягкие, нежные. Фарш просто потрясающий. Ну, я не знаю, как бы оценил это царь Николай или автор этого рецепта господин или госпожа Пожарский. Но лично мне очень понравилось. И детям нашим, для которых вот я мы хотела приготовили, сказать. тоже нравится. Главное, им благодарность за то, что они способствовали тому, что мы это приготовили и не раз. И для них, и для вас, дорогие друзья. Так что повторяйте за нами, у вас тоже получится. А пока, друзья, вы не побежали за куриным фаршем, сливками и сливочным маслом и хлебушком для сухариков, очень просим вас, подпишитесь на наш канал. Оставляйте свои комментарии, задавайте вопросы, делитесь своими рецептами. А главное, друзья, никогда не бойтесь экспериментировать. Готовьте с нами, готовьте как мы, готовьте лучше нас. И угощайте своих любимых потрясающей вкусной едой. И не забывайте ставить лайки. До новых встреч! Пока!